Всем привет, друзья! Предлагаю вам независимый тест трехосевого стабилизатора для мобильных устройств от компании Snoppa. Сразу скажу, я не являюсь чьим-то представителем какой-либо компании, ничьим амбассадором, поэтому просто буду говорить, что вижу, что нашел, что определил, чем понравился, чем не понравился. Данный продукт от компании Snoppa был анонсирован в конце прошлого года, то есть 2020 года. Наделал уже немало шума, а именно компания Snoppa пообещала, что тем, кто захочет поучаствовать в ее проекте в спонсорстве, она предоставит более низкую цену. Вместо $99 анонсированных, якобы можно будет его купить дешевле по цене $69. Это все было проектом kickstarter.com. 5000, даже больше человек во всем мире изъявили желание присоединиться и поучаствовать в этой кампании. Но что-то пошло не так. Первые партии должны были отправлены быть по всему миру еще в феврале месяце. Сейчас уже апрель. Многие так и не могли и не смогли дождаться. Но мне чудом удалось раздобыть этот волшебный инновационный девайс. И впечатлениями о нем я хотел бы с вами поделиться. Но начну с короткой распаковки, хотя в принципе я уже его распаковывал, честно скажу, но для полноты картины проделаю это еще раз. Мы видим перед собой бумажную картонную упаковочку такую, в ней сразу после открытия видим инструкцию. Инструкция на двух языках, на английском и на китайском. Но кому нужна инструкция на русском, перейдя по этому QR-коду на сайт производителя, можно увидеть эту же красочную инструкцию вместе со всеми картинками и на русском языке. Ну, это для кого это в принципе надо, хотя здесь и так все понятно, что делать по этим пиктограммам, этим рисункам. Движемся далее. Дальше у нас шнурочек, с помощью которого можно его пристегивать, наверное, на запястье. Но мне не понадобится, и может понадобиться кому-то другому. Далее кабель для зарядки USB Type-C. Зарядки в комплекте нет. Ну и, собственно говоря, сам девайс. Так, что мы имеем в данном случае? Пластиковый девайс серой пластмассы, такой тактильно слегка шершавый, умеренно. Эта часть ручки еще с накладками такими, имитирующим что-то прорезиненное, хотя скорее всего не резина, но может быть какая-то подобная смесь. Да, кстати, пластик чем-то напоминает, я могу сказать, продукты от компании DJI. Например, у меня есть, вот могу вам показать в руках аккумулятор от дрона DJI. И вы можете видеть, что и по текстуре, и по структуре можно сказать, что скорее всего это один и тот же материал. Может быть, даже делается на одном и том же заводе. Но это что касается к пластику. Никакого покрытия дополнительного нет, прорезиненного ничего. Просто плотный серый пластик. Итак, что мы видим здесь еще? Видим здесь, кстати, в это место как раз и крепится этот шнурочек, который был в комплекте. Сюда подключается для зарядки кабель USB Type-C. Ну и, естественно, гаджет пришел слегка заряженным, именно слегка заряженным. Ну, для примера можно подключить сюда сейчас питание и увидеть, что происходит. Появилась такая маленькая мигающий светодиод. Это говорит о том, что девайс заряжается. Когда он зарядится, этот диодик перестанет мигать, он будет гореть зеленым. А когда он разряжается, то начинает даже слегка попискивать. Так, отключаем это все. Идем дальше. Итак, открывается он просто, надо слегка более чем 30 градусов его
приподнять, дальше включатся моторы, и он таким образом переходит в режим ожидания. Набор, конечно, кнопок просто минималистичный. 4-позиционный джойстик, вот вы его видите, и одна кнопка с красной точкой. Что еще можно сказать? Раньше во всех других продуктов, для того, чтобы, например, его поставить или что-либо произвести в режиме слежения, приходилось дополнительно, это у меня просто есть образец отдельный, вот, прикручивать эту треногу и ножку. Здесь все намного проще, она уже здесь есть просто. Отодвигаем и выдвигаем эти 3 лапки, и таким образом уже девайс может стоять, можно его поставить. Все было бы хорошо, но мое личное мнение, что лучше бы, наверное, этих лапок не было. Почему? В руке, честно говоря, я уже пробовал, сидит не самым удобнейшим образом. Хотя, может быть, если придираться, если не придираться, то вроде бы и нормально. Но помимо этого еще, да, кстати, по поводу этих лапок на треноге, здесь на кончиках есть прорезиненные такие вставки, для того, чтобы оно не скользило на поверхности. Ну и для того, чтобы оно держалось как-то, вот видите, один он не держится, оказывается все просто. Здесь есть в каждой лапке магниты, и когда они прикасаются, 2 лапки уже друг к другу, видите, вот прищелкивается, то они за счет магнитов держатся воедино втроем вместе. И все было бы хорошо, но сразу перейду к небольшому минусу, не знаю, насколько он значимый, это вот, послушайте сейчас. То есть, видите, эти 3 лапки, которые являются продолжением и элементом ручки, они какие-то дребезжащие. То есть в руках, когда держишь, складывается ощущение, что что-то у тебя там люфтит. Мне, например, лично было немного неприятно. Вот. Далее здесь в торце есть заглушка. Не исключаю и, скорее всего, уверен, что там находится аккумулятор 18650. Ну, сразу могу сказать, что добраться до него возможно, скорее всего, отогнув в этих местах защелки. Насколько легко ли его извлечь и заменить, думаю, возможно, хотя могу сказать сразу, что так быстро вам сделать это не удастся, потому что второй провод с задней стороны, с минусовой, он заведен внутрь, и поэтому просто этот аккумулятор оттуда не вываливается. То есть заменить его по принципу вынул, достал, как в фонарике, и закрыл заглушкой, не получится. Но тем не менее какой-то доступ есть, поэтому если, скажем так, он выйдет из строя и отслужит свой срок, то, думаю, заменить его не так будет сложно, скажем, как в других девайсах. С ручкой, в принципе, и с этим моментом все, что я заметил. Ну, в остальном вроде бы все выглядит добротно. Да, как заявляет производитель, здесь есть датчик присутствия мобильного гаджета, когда он уже установлен. Ну, попробуем установить какой-нибудь телефон. А, да, кстати, компания Снопа заявляет, что телефоны, этот гаджет поддерживает довольно тяжелые, в том числе, по идее, и iPhone 12. У меня, к сожалению, нет подобного тяжелого гаджета, но ради интереса, кстати, можем положить на весы и посмотреть, сколько же весит девайс. Ну, 292 грамма весит он. У меня в наличии есть несколько телефонов простых. Вот, один из них весит всего лишь 142 грамма. Другой весит 154. Еще с одного телефона я сейчас делаю съемку, но могу вам сказать, что проверял это устройство на гаджетах весом до 186 грамм. В частности, например, на Xiaomi Mi 9. Прекрасно принимает, он работает, по крайней мере, с телефонами подобного веса. Правда, там один нюанс возник. Мои гаджеты, мои телефоны максимум в длину, то есть по этой
по этому расстоянию не больше 15,5 сантиметров. Есть, конечно, телефоны, которые в длину имеют 16 и даже 16,5 сантиметров, как Samsung 21 Ultra, то сразу могу предупредить, что при установке телефона сюда, если он у вас будет довольно длинный, устанавливать-то мы его устанавливаем практически ровно по центру. Небольшая еще центровка желательно вот в этих местах. Хотя он, в принципе, при включении попытается это компенсировать моторами, но я думаю, лучше все-таки сдвинуть как можно ровнее. Вот по возможности. Ну, примерно вот так уже будет достаточно. Ну, после этого, из этого режима ожидания, мы просто нажимаем на эту красную кнопку. И, в принципе, в данном случае уже гаджет готов к работе. Ну, то есть я вот сразу хочу показать, чтобы вы видели, что джойстик уже работает. Вот. Сейчас можно включить телефон. Вот. Да, кстати, есть один нюанс, о котором я, кстати, вот говорил по поводу размеров, чем это важно. При переходе в вертикальный режим, для этого мы нажимаем на красную кнопку дважды. Вот. Он становится в такое положение, если вы видите сейчас, то фактически остается несколько миллиметров, там 3-4 миллиметра до касания корпуса. Поэтому когда я упоминал о том, что если у вас телефонный гаджет большей длины, например 16 сантиметров, то в этом месте он будет касаться и задевать. Ничего страшного не происходит, проверяли на телефоне Xiaomi Mi 9. Когда он доходит до этого положения, до вертикального, он упирается и сразу же возвращается автоматически обратно. Вот. Ну, это, скажем так, из таких минусов, может быть даже не критичных, по одной простой причине, что можно просто, поскольку он поворачивается исключительно по часовой стрелке при переходе в вертикальный режим, то можно чуть-чуть сместить влево сам телефон в этих лапках, примерно вот так приблизительно, к примеру. Не знаю, насколько это, скажем, на сроки службы этого девайса может сказаться, но тем не менее при таком режиме он уже не задевает при переходе в вертикальный режим. Вот. Насколько это критично или не критично, но тем не менее, скажем так, осадочек имеется, потому что не всякий девайс тогда без этого смещения сможет в этот самый вертикальный режим перейти. Вот то, что расстояние уже увеличилось, я его искусственно сдвинул, как вы видите, вот, и, естественно, сейчас ничего не задевает. Но это надо учитывать. Лично мне, например, вертикальный режим вообще кажется излишеством, редко когда я им пользуюсь. Если кому нужно, то имейте в виду, если у вас гаджет достаточно длинный. Более веса, чем 180 грамм, телефоны не испытывал, потому как, в общем-то, просто их ни у кого нет, скажем, поэтому не проверял. Тут ничего сказать другого не могу. Ну и хочу перейти, сразу сказать, что телефоны, которые я испытывал, у меня были без никакой встроенной оптической стабилизации в камере. Поэтому провел тесты. Я один телефон, в данном случае Redmi Note 3, установил на стабилизатор снопа, а другой телефон просто держал на вот такой селфи-палке. Вот, в данном случае это был Samsung. Вот, и я провел съемку с этих двух девайсов одновременно. Повторюсь, в них обоих нет никакой оптической стабилизации, поэтому будет очень наглядный пример, как получилось на видео с одного гаджета, который был на селфи-палке, и с другого, который был на стабилизаторе снопа. Этот тест я проводил без входа в программу родную снопа. О ней мы скажем, я упомяну чуть дальше позже. Хотя, честно говоря,
ладно, не будем забегать вперед. Итак, мне кажется, что те результаты, которые вы увидите, они могут быть лучше у тех, у кого есть еще в телефоне оптическая стабилизация в камере. Ну, предлагаю вам посмотреть маленький небольшой отрезок этого видео, которое я сделал. Ну, дальше потом продолжу по программе. Тестируем двумя гаджетами, двумя телефонами. Иду практически походкой ниндзя. Стараюсь. В левой руке телефон, который просто на селфи-палке. В правой руке справа телефон, который находится на подвесе на стабилизаторе. Итак, друзья, на тестовом видео вы могли видеть разницу в видео, снятом с селфи-палки и с телефона, установленного на трехосевой стабилизатор Snoppa Atom 2. Разница, конечно, очевидна. Ну и во второй части этого обзора я хотел остановиться на приложении. Как видим, здесь у меня оно уже установлено, приложение Snoppa, но его можно установить или по ссылке переходу через этот код, QR-код, или же прямо из Play Market. Итак, что же у нас в приложении? Заходим. Выбираем наш Atom 2. Он просит соединиться по Bluetooth. Подтверждаем. Соединение по Bluetooth установилось, о чем говорит этот значок. И правда показывает заряд батареи, он низкий. Но я подключил сейчас прямо зарядное устройство, поэтому он у меня фактически сейчас в режиме зарядки находится. Вот. Что по приложению? Скажу честно, приложение достаточно слабенькое. Довольно примитивное, простое. Первое, что заметил, данный телефон, который сейчас закреплен на стабилизаторе, поддерживает разрешение видео 1080p. При первом включении оно его подтверждает, но только мы сюда заходим в менюшку и нажимаем на эту кнопку, пытаемся выбрать 1080p. Потому что оно перескакивает почему-то в 720. Окей, добро. Далее. Что нам доступно?
При подключенном по Bluetooth приложении жмем на кнопку джойстика один раз сверху. Нам предлагают два варианта. Или это будет режим просто джойстика, или же это вход в меню. В данном случае теперь мы можем выбирать режимы. Или это будет фокусировка при движении джойстика вправо. При движении джойстика влево это будет у нас увеличение кратность. При движении джойстика вверх выскакивает меню, с помощью которого мы можем выбирать варианты стабилизации. Ну, вот они есть сейчас на экране. Подробно останавливаться не буду. Скажу лишь только одно, что проверил эти режимы, они рабочие. А вот режим FPV, который вы видите слева вот здесь на экране, к сожалению, как ни переходи, как ни нажимай, он не активен. То есть, возможно, или допилят попозже в приложении, или, может быть, оно работать никогда и не будет. Вот. Ну и последний, это режимы переключения видео. Сейчас я выйду отсюда. При движении джойстика вниз в данном режиме предлагается режим видео, фото, панорамы, таймлапса или гиперлапса. Дополнительно о приложении могу только сказать, что после установки оно предложило обновиться до последней версии. Что и было сделано. Не забывайте, помните, что при этом процессе у вас должен быть стабильный Wi-Fi. Последнее приложение, которое у меня сюда стало, было от 30 марта 2021 года. То в том тестовом видео, потом неоднократно пересматривая и прослушал, заметил такую вещь, что при установленном телефоне, в данном случае был установлен Redmi Note 3, к сожалению, шум моторов во время проходки, то есть во время движения, записался частично в микрофон. То есть, возможно, если бы были больше шумы или какие-то более громкие звуки, это было бы не слышно. Но если записывать что-то тихое, или шелест листьев, или пение птиц, то при увеличенной громкости можно увидеть легкое рыканье, порыкивание на записи. Я так понял, что один из моторов или эти моторы все-таки оказывают какое-то влияние, и эти шумы моторов пишутся в видео. Возможно, это только вопрос моего конкретного экземпляра, ответить на это не могу, или же может быть какая-то нелепая несовместимость с конкретной моделью телефона. Поэтому имейте в виду, если кто-то сможет протестировать или у кого-то будет иной отличающийся результат, было бы, конечно, интересно узнать. Ну и в принципе можно подытожить. Самый главный плюс этого устройства, этого трехосевого стабилизатора, что, как вы видите, ничего подобного у других производителей, в том числе у DJI Osmo Mobile 3-4 версии, нет. Ну и самый главный, конечно, плюс — это его компактность и компактные размеры, где фактически мы лишились одного мотора, который стоял здесь буквой ZU. Он теперь находится в этом месте совмещенно. Ну и могу сказать еще точно, что полного режима слежения здесь в любом случае не будет. По той простой причине, что ни на одной из осей поворота на 360 градусов полного нет, потому что стоят ограничители. Поэтому, к сожалению, эта функция здесь невозможна. То есть и по этой оси мы видим, вот есть ограничитель, который упирается вот здесь. Поэтому 360 градусного в любом случае слежения здесь априори быть не может. Если кому оно важно, то имейте в виду, здесь оно отсутствует. Ну и еще такой фактор, может кто-то заметил сразу изначально, когда я еще распаковывал первый раз из коробки этот стабилизатор,
в одном месте, возможно, это проблема конкретного моего экземпляра, вот в этом месте эта прижимная резиночка, вот вы здесь видите, слегка пошатывалась. Я не придал этому значения, где-то примерно на второй, на третьей съемке. Естественно, эта резиночка успешно покинула свое законное место, и теперь, как вы можете видеть, здесь уплотнительная резинка есть, здесь внизу есть, а здесь ее нет, она была утеряна. Поэтому имейте в виду, может быть, в других конкретных экземплярах этой проблемы не случится, но она имела место быть. Возможно, может быть, ее надо было бы или проклеить, когда я заметил, что она там шатается, или их лучше, наверное, может быть, было бы проклеивать более тщательно с завода. Ну вот это вот, в принципе, все минусы, которые были найдены. Слабенькое родное приложение Сноппа. Ну, конкретно в моем случае уже потерялось одно резиновое уплотнительное уплотнение под телефон. Ну и легкий минус — это вот эти дребезжащие ножки. Ну и последнее, не знаю, как у других будет, но у меня действительно шум моторов во время движения пишется на микрофон, встроенный в телефон. Возможно, что если воспользоваться выносным микрофоном или петличкой, то этого, естественно, эффекта не будет. У нас есть на рынке довольно интересная модель FuTech Vlog Pocket. Кстати, уже вышла версия FuTech Vlog Pocket 2, вот, с большим количеством кнопок на корпусе, на самом устройстве. Но тем не менее, я имел в виду, что это самая компактная модель Vlog Pocket от FuTech. Вы видите вот эти вот вырезы, благодаря которым при режиме складывания, когда складывается гимбал, он фактически попадает и заходит, ну, этими выступами именно в область ручки, что придает еще большей компактности. Аналогов пока на данный момент такого компактного гимбала на всем рынке просто нет. Поэтому я считаю, что это главный плюс этого девайса. Ну, естественно, его цена, потому что даже если сравнивать с более, скажем, именитыми производителями и брендами, такими как DJI, те же Osmo Mobile 3 и 4, то этот девайс почти в 2 раза дешевле, меньше в размерах, ну и в принципе тоже довольно функционален, хотя и не лишен каких-то недостатков. На этом обзор заканчиваю. Кому он был интересен и полезен, ставим лайк. Кому был неинтересен, ставим дизлайк. Всем благодарю за просмотр. Желаю вам удачных покупок и дабы ваш выбор всегда радовал вас. На этом все. До встречи на моем канале. Всем удачи. Пока.